Всем огромный привет, я Татьяна Бугрин, добро пожаловать на мой канал. Сегодня долгожданное продолжение истории стоп со стержневыми мозолями. Я напомню, что это стопы моего папы, который со времени армии приобрел первую стержневую мозоль на пятке, и поэтому эта история длится уже очень-очень давно. По первому времени он обрабатывал ее, ходил на удаление, выжигание, но то ли от нерегулярности, то ли от неэффективности изменений не было. Мозоль становилась больше, при этом добавлялись новые мозоли, и ходить с ними уже было практически невозможно. Недавно я принялась к обработке этих локальных мест, и после первой нашей процедуры прошло 3 месяца. Мы живем не в одном городе с папой, и вот такие результаты мы можем наблюдать на данный момент. Изменений на первый взгляд практически нет. При обработке мозоли я не удаляла ее до корня. Дело в том, что корни настолько глубоко, так много прошло времени, что морально мне страшно это делать и прорабатывать настолько глубоко. Что вообще такое стержневая мозоль? Это сухая мозоль, чей корень уходит в глубину стопы под кожу. Она появляется при защите организма от чрезмерного давления или трения. Если фактор, влияющий на формирование мозоли, не убрать, то нарост со временем углубляется в нижние слои кожи и формируется твердый стержень. Мозоли в данном случае сформированы от неправильного положения стопы при ходьбе. Проблемы эти идут от самого позвоночника, так как мышцы уже сформированы и закреплены в неправильном состоянии, то подходить к решению проблемы нужно только комплексно, как подсказывает мне специалист-ортопед, с которым я консультируюсь. И в комплексе этом должны быть и упражнения для стоп, и специальные стелики, и специальная обувь, и обработка мозолей, а также регулярный домашний уход. Сейчас, хоть и за 3 месяца мы вернулись визуально к исходному варианту мозолей, но по ощущению мне папа говорит, что стало намного легче. Мозоли не такие черствые, не такие сухие и не причиняют настолько острую боль, когда он наступает на стопу, как это было раньше. Я папе давала с собой мазь доктор Мозоль для домашнего использования. В этих мазях нет суперагрессивных средств, поэтому их можно и нужно рекомендовать именно в домашний уход для поддержания проблемы. Не очень, конечно же, регулярно проводились профилактические процедуры, но эта мазь помогла размягчить мозоль, от чего не было острой боли при ходьбе. Эти мази от компании Проба. Сейчас у меня есть еще образцы более направленного действия на конкретно нашу проблему. Это не мозоль, но есть еще и пятка шпор. Шпора — это другое, а также есть для косточки при вальгусном плоскостопии. Могу предположить, что применение при воспалительных процессах, которые снимаются мазью, а в остальном изменить ход событий может только более усиленный комплекс по устранению этой проблемы. Тем не менее, ссылки на мази я оставляю для вас в описании. Запах у этих мазей приятный, состав из большого количества эфирных масел, прополиса. Новые баночки я также даю папе на профилактическое использование в домашний уход. В этот раз я убираю абразивным диском натоптыши вокруг мозоли, кусачками-глазками удаляю самый сухой участок, в глубину слегка продвигаюсь с помощью твердосплавной насадки шар. Как я уже сказала, чтобы полностью удалить мозоли, нужно подготовить весь комплекс. Уж не знаю, как контролировать упражнения, но стельки и правильную обувь я могу организовать. Если этого всего не будет, то удаленная мозоль вернется снова и довольно быстро. И не факт, что в такой же, какой она была, может быть даже и хуже. В этот приезд папы у меня катастрофически не хватало времени. Запуск курса, черные пятницы — это было сложно. Но я уверена, что дальнейшее развитие этой темы будет интересным и полезным для вас. Еще меня смутил налет на стопах, и я решила взять анализ на грибок, так как кератоз и трещины могут появляться от грибковой инфекции.
Другую пятку с самой старой, самой первой мозоли я начала размягчать кератолитиком, но тогда было очень сложно подхватить эту мозоль кусачками. Проще их обрабатывать по-сухому. Так намного лучше и четче видна та область, которую нужно обработать. Но в домашних условиях папа всегда распаривал эти участки и только тогда срезал их как медальки. На распаренной коже на самом деле очень опасно проводить такие манипуляции, так как намного меньше наблюдается и визуальный, и тактильные отличия между эластичной и сухой кожей, так как и здоровые ткани тоже могут распариться и стать белесого цвета, как и мозоль. Я провожу обработку дисками абразивностью 80, 180 и 240 грит. Последним абразивом я шлифую кожу по маслу. Я убрала мозоли поверхностно, так намного легче ходить. Если регулярно применять размягчающие мази на ночь, то эффект будет держаться дольше, так как в размягченном состоянии мозоль не составляет ни дискомфорта, ни увеличивается в размерах. Пока на сегодняшний момент ситуация выглядит таким образом. Держу вас в курсе дела. Я буду организовывать план дальнейшей обработки стоп к следующему визиту, к следующей нашей встрече с папой. А на сегодня у меня на этом все. Спасибо, что поддерживаете такого рода видео. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.